Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка шьет. Я очень благодарна вам за просмотры моего канала Лорочка шьет. И на предыдущих уроках я вам показывала, как я делала вот такую вот салфеточку печати. Оно высохло. Просто замечательно. Салфеточка очень красиво украшена, мне очень нравится. Она всегда будет радовать глаз на столе, поднимать настроение. Это очень такой прекрасный дизайн. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже так себе сделали, и вас радовала такая салфеточка на столе. И как бы вы ни посмотрели, и всегда радует глаз. А на столе это очень важно, когда вот такая вот вещь лежит, и вы пьете чай, кушаете, и очень поднимает настроение. Вот с такой салфеточкой просто замечательно. Что я вам еще хочу показать? Я вам хочу показать, как вот с такого принта, может, вы видели на предыдущих уроках, у меня такой лимонный костюм, тоже там наклеено Шанель, вот такие вот буквы, трафаретик. И я вам хочу показать, как это делается очень просто и легко, и ваше изделие будет украшать, так как вы сами видели на этом костюмчике лимонном, оно светленькое и украшает, и вещь классно смотрится, гламурно, модно и практично. Оно стирается хорошо, не слазит. Здесь у меня набор вот этих вот, я уже давно покупала эту шанельку, мне так хотелось на то время. И я с вами поделюсь, как это делать. Здесь такая технология, которая пленочка, так же само, как и на всех остальных. Вот у меня дракончик такой вот есть. Я вам покажу, как я наклеиваю на брючки. Тоже будет очень интересно. И вот такой вот надпись Шанель. Ну, есть разные надписи, есть разные надписи размеров и разных прошу прощения, разных форм надписей и всего. Ну, это кириллица, там много чего можно заказывать на любую тему и на любую кириллицу размера и надписи. Что я делаю? Я срезаю вот эту вот, которая у меня для моего наклеивания. Это у меня вот вырезала буквы. Вот такую вот штучечку я беру. Вот она наклеенная. С одной стороны клееночка. Обязательно нужно снять эту клееночку, потому что это очень важно, так как это фиксирует пока в данный момент эту, прошу прощения, мне нужно поддеть эту клееночку, чтобы можно было снять ее и спокойно работать. Что мне нужно? Горячий утюг для этого. Вот такая вот надпись. Так как я вам сказала, в кириллице очень много надписей. Там тысячи надписей. И вот я вот такую вот купила надпись. Мне она понравилась. И оно очень интересно.
Вот, я сняла ту пленочку, которую, я прошу прощения, я вам покажу, чтобы вы понимали, что это пленочка. Вот пленочка, а вот наша надпись, которая осталась. И что мы делаем? Мы берем ткань. Я хочу показать вам на кусочки, потому что не хочу сейчас, у меня надписей уже много, не хочу портить вещи. Вот я взяла такой кусочек, я его проглаживаю, чтобы был ровненький, чтобы не было. Естественно, мы находим середину, там, где место, там, где мы хотим, чтобы у нас была эта надпись. И что я делаю? Я вот так вот беру, вот оно как скотч здесь, и вот так вот прикрепляю, наклеиваю вот эту вот нашу надпись. Что я делаю? И горячим утюгом вот так вот я наклеиваю на наше изделие, где вы хотите, там впереди, на рукаве. Ну, в общем, там, где вам нравится, вы наклеиваете. И вот так вот под большой температурой я на всю включила утюг, на всю температуру. И можете вот это вот все наклеивать. Чуть-чуть отстаиваете, и у нас изделие выглядит просто гламурно. И это просто потрясающе. Есть такие мелкие надписи. Ну, в общем, это дело... Здесь у меня, вот видите, вот у меня надпись здесь Gap. Вот Gap. Это я наклеивала. Это здесь вот такое вот штучка, которая так же само здесь это повредилась, она уже давно у меня лежит, это повредилась, но я вам еще покажу, как это все делать. Все, теперь мы снимаем эту пленочку, та, которая я уже за вас заговорила, пока она остывала. И вот такая вот надпись у нас готова. Оно украшает изделие ваше готово, и и никто не подумает, что это пошито вами с такой надписью, как вроде бы это все фирменная одежда. Так что все, мои хорошие, я вам показала, как наклеить вот такую вот резиновую, такую она идет как резина. Оно стирается в машинке, ничего не вредится. Что, если вы боитесь, что оно повредится, я свои костюмчики стирала много раз в машинке. Они как были, так и есть. Качество очень хорошее. Главное выстоять и приклеить. Конечно, когда вы будете утюжить, чтобы не зацепить утюгом горячим, потому что оно может повредиться. Всего-навсего, когда вы будете утюжить вещь, не зацепить утюгом. А так оно будет у вас держаться очень качественно и просто великолепно. Гламурно, главное, интересно и обновляет вещь. Вы на любой вещи можете, допустим, там на спортивном костюме, на платье, такую надпись приклеить, и ваша моделька будет просто она играть. Вот именно вот такую вот изюминку придавать вашему изделию, если она там прямое, невзрачное, просто простенькое какое-то, и вы наклеиваете такую надпись или рисуночек, этот дракон или еще что-то, ну, в общем, это. А вот посмотрите, это камни Сваровских, это просто замечательно, такие большие камни Сваровска, оно, конечно, стоит, но во всяком случае я эту кофточку шила сама, и мне очень это понравилось, что оно украшает мою эту спортивную кофточку. Змеечки, это само собой, а вы развернулись, и вот вам вот такая вот спортивная кофточка. Конечно, я еще буду переделывать здесь рукавчик.
мне хочется этот рукав немножко расширить, так как я была немножко худее, и рукав был, а сейчас немножко рука располнела, и мне хочется расшить эту спортивную кофточку. А так она очень здесь качественная обработка, и прекрасно оно все смотрится. А камни Сваровского вообще украшают делают ее дорогой, добротной, такой гламурной кофточкой. Так что, мои хорошие, вы пробуйте, если у вас будет где-то шанс купить такие принты, у вас будет просто великолепная вещь. Я с вами поделилась своими навыками, своими идеями. Эти принты у меня были куплены много-много лет назад. Я уже не помню, когда это было, но я до сих пор, они у меня и есть, и я что-то себе придумываю. Так что все, мои хорошие, желаю вам творческих вдохновений. Наклеиваете на свои вещи что-то, чтобы было гламурно, необычно, и была какая-то изюминка в вашей вещи, которые вы думаете, ну, она не очень-то смотрится, нужно что-то поменять. Нет, вы можете просто это обновить какой-то интересным принтом, интересными стразами. Я на следующем уроке вам покажу, как я клею стразы. Есть стразы отдельные, без рисунков. Они наклеиваются на изделие какое-то, там, или буквы, ну, такой рисунок, который вы хотите создать сами. Допустим, там не много затрачивать времени, но или там одна буква, или какой-то элемент, или принт какой-то, рисуночек, и вам хочется, даже можно этот принт обклеить этими стразами, и будет тоже очень красиво. Так что идей очень много, девочки, мальчики, очень-очень много идей. Я вам еще покажу то, что есть такой аппарат, который отдельные стразы наклеивается с разными матрицами на разных размеров. Вот это вот камней. Здесь большие камни, а здесь поменьше. И есть такой аппарат, который наклеивается. Я вам это покажу, так что подписывайтесь на мой канал Лорочка шьет, чтобы видеть предыдущие уроки. На предыдущих уроках я вам показывала, как я наклеиваю с камней вот такие вот рисуночки, принты, именно уже на матрице готовые. А на следующем уроке я вам покажу, как отдельно наклеивать по отдельности каждую стразу. Это, конечно, затрачивает много времени, но очень интересно, мои хорошие. Так что еще раз повторяюсь, подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть предыдущие и следующие. На следующем уроке мы будем рассматривать, как наклеить отдельные стразы, сделав свой индивидуальный рисуночек. Все, мои хорошие, желаю вам творческого вдохновения, самого-самого наилучшего, что вы сами себе желаете. И посылаю вам любовь и благодарность, любовь, безусловную любовь и благодарность и Вселенной, и чтобы ваше золотое сердечко окутывало всех своих близких, родных, знакомых, друзей. Это очень важно. И те, кто смотрят, по-моему, у них золотое сердце. И мне очень-очень нравится. И очень хочется, чтобы
был мир, и все люди были золотыми сердечками и посылали людям и делились со своим золотым сердечком, мои хорошие. Всем пока-пока. До следующего урока.